дорогие друзья! Мы на канале Пулат. На канале Пулат Арт. И сегодня мы приехали в Атишгях. Я вам здесь все покажу. Здесь очень много туристов, англичан. Все сюда приезжают, чтобы посмотреть на храм огня. Здесь очень много народу. И я здесь первый раз. Я вам сейчас все тут покажу. Огню, потому что он грел их зимой. И это казалось, что он им помогает. И они ему поклонялись. В древние времена люди приходили сюда, чтобы сделать молитву. Они думали, что огонь – это священная вещь. И все еще существуют такие люди, которые верят в огонь. Они живут в Иране и в Индии. Пока что не знаю, может, здесь люди делали молитву или просто здесь пекли хлеб. Что нормально, вот так можно взять тесто, поставить его на лопату железную и поставить. Вот так нормально приготовиться и все. Ребята, некоторые люди верят, что этот огонь будет бесконечным. Но на самом деле он горит при помощи газа метана. Там есть отверстие, а под землей есть много газа метана. И как только он закончится, огонь сразу потухнет. Но не сразу, оно уже горело. Через 2-3 дня потухнет. Я думаю, что огонь бесконечный. Но на земле ничего бесконечного не бывает. Давайте посмотрим, что есть в этой двери. Очень интересно. Ух ты. Вот, ребята, смотрите. Здесь жили древние люди, и они так добывали огонь. Вот древние рисунки. Помните, когда я говорила про Габустан? Там такие же были. Вот, ребята, смотрите, это слон, сделанный из камня. Интересно, кто его сделал? Вот это древние рисунки. И вот это древняя посуда. Здесь люди делали чай, кофе, мололи. Хотя раньше кофе не было, что я говорю. Очень старые фото храма огня Атишгя. Вот это тоже очень старое фото. Это тоже очень старая древняя Атишгя. Что это за дыра? С чем? Я думал, что это музей, оказывается, это был офис. Не ту дверь мы открывали. Идемте дальше. Ребята, вот здесь показывают, как здесь это все строили. Вот это интересно. Тут написано, сколько лет они ее строили. 2089, 30. Вау. Ребят, тут какие-то древние буквы, надписи на арабский. Я их не могу понять. Они очень древние. Ребята, здесь тоже есть арабские надписи. А здесь тоже. Странная надпись. Еще здесь вот это. Потому что размыто, плохо видно. Прочитать будет трудно. Но если вы арабец, то вам это прочитать легко. Вот эта дверь. Давай, да, снимай. Ребята, давайте пойдемте в эту дверь. Она напоминает мне темницу.
странное здесь. Вау, дыра. А там какой-то механизм находится странный. Вау. Очень похоже на древние темницы, да, ребята? Смотрите, здесь люк. Вот здесь какой-то странный люк. Спой, блин. Я испугался. Ребята, смотрите, я так прошел и увидел этого дядю. Там странно. Что это? Ой, ребята, помните такого слона, видите? Это тот слон, который, помните, вот на рисунке смотрели? Здесь дядя страшный, идете, покажу вам. Что за страшилище это? Если так внезапно посмотрите сюда. Тудынг. Я был настоящий человек. Эти люди, которые поклонялись огню. Люди, ты меня напугал. Ребята, вот здесь они приходили и молились Богу. Даже они поставили тут фрукты, чтобы он их кушал. Давайте сами их съедим, до Бога ничего не достанется. Ребята, как думаете, что это такое? Ну, я думаю, что это точно раньше не было, потому что, думаю, раньше никто не делал стекло, еще не умели делать. Наверное, делали для ловушки, чтобы туда никто не подошел. Но не только они для меня, я храбрый, я не боюсь сюда наступать. Вот этот слон я показывал вам. Вход в какую-то мистическую дверь. Интересно, что там? По-моему, это тоже офис. А вот здесь нет, здесь не офис. Пошли. Мантру, Генеш. Ребята, тут здесь много запертых дверей. Интересно, что там? Наверное, директор Атяшгяна что-то от нас скрывает. Может, там тут мистические вещи? Давайте пойдем посмотрим. Заперто. Хотя нет. О! Я открыл двери. Посмотрим, что там есть. Ух ты! Так тут что-то есть. Ребята, смотрите. Видите? Ой, здесь камера наблюдения. Это что-то странное. Ничего особенного не было. Только картинка была. Идемте. Ладно, давайте потом туда зайдем. Я надеюсь, что нас не поругают за то, что мы открыли двери, которые были заперты. Там даже не было написано, что это офис. Вот здесь не написано офис. Индузы. Вот здесь индузы оставляют своих лошадей и осликов. Индузы оставляли своих осликов и лошадей. Что он делает?
Сюда добавляли воду питьевую и молоко. Ребята, по-моему, эти люди пришли из Европы, и вы хотите ему что-то дать. По-моему, деньги. Жутковато. Идемте потихонечку. Вот древняя посуда и какие-то люди. И почему-то на его шее цепочка. Почему его приковали? А что здесь? Здесь какой-то механизм тоже. Что эти люди, интересно, делают? Наверное, ваза. Так странно, почему его делали, на его нацепили цепочку и куда-то его приковали? Какой-то он недовольный. Ребята, я разобрался, почему они повесили на себя такие тяжелые цепочки. Это у них такая молитва. Они нацепляли на себя такие тяжелые цепочки и начинали молиться. Это такой ритуал. А это древняя посуда. Отсюда они кушали и пили. Вот здесь это маленькие чашки, это посуды. Сюда добавляли питьевую воду, туда молоко. Отсюда они кушали тоже. И это все, чтобы наливать туда воду. Давайте зайдем в эту дверь, потому что здесь очень много дверей, которые заперты. Ух ты, а здесь что-то 3D-шное. Как мы видим. А вот здесь бог, наверное, солнца. Ребята, здесь очень много богов. Вот этот бог, еще там есть Скрай бог. И тут есть много 3D-шных рисунков. Как они классно сделали. И здесь, ребята, они брали и кушали. А вот здесь они перемалывали орехи. А вот здесь, наверное, пили. Ну, это такая посуда. Но я знаю, что здесь точно они перемаливали орехи. Брали вот эту штуку, запали орехи и начали бить по орехам. Смотрите, это их броня. Это щит, это топор. И тут что здесь луки, да, это лук. А это кинжалы, ножи. Интересно, зачем цепочки надевать на себя? Древние рисунки, ребята. Посуда.